Всем привет! Ну вот и закончилось наше путешествие по Куала-Лумпуру. Мы уже в аэропорту, летим на Бали. Для начала полезная информация, которая пригодится всем. Первое. Общественный транспорт. Общественный транспорт в Куала-Лумпуре работает отлично. За все это время мы пользовались исключительно им. Ни разу такси мы не брали, и все нас устраивает. Google прекрасно строит маршруты по Куала-Лумпуру с учетом общественного транспорта, показывает, на какой станции выйти, на какой зайти, сколько стоит проезд. В общем, есть даже дополненная реальность. То есть Google работает в Куала-Лумпуре просто отлично. Про розетки. Обязательно сейчас вставлю видео. В Малайзии розетки немножко другие, и для их использования нужен переходник. Переходника у нас, конечно, нет, поэтому мы пользуемся кисточкой из набора рисования по номерам. Дело в том, что во всех розетках стоит блокировка. Если заземляющий контакт не вставлен, вот так не отжат, то в принципе вы ничего в эту розетку не вставите. Но если вот так вот этот заземляющий контакт отжать, то розетками вполне себе можно пользоваться без каких-либо проблем. Ну а теперь покажем, собственно, как мы провели эти новогодние праздники, где были, что делали и что было интересного. 30 декабря. Едем мы в этот раз не на байке, летим на самолете. Едем мы куда? В Куала-Лумпур. Вроде бы лететь всего 3 часа, но мы, честно говоря, подустали. Лайфхак небольшой. На выходе сразу в аэропорту здесь есть супермаркет, называется вот такой. Джая Гроссер. Ценник более-менее гуманный. Да. Сосиска в тесте. Последняя была. 2 важных дела сделали. Перекусили, немножко денег поменяли, теперь пойдем искать автобус. В интернетах читал, что автобус сильно дешевле, чем поезд, хоть и едет немножко дольше. Ну, пойдем посмотрим. Вот в этом окошке продают билеты на автобус. Взрослый стоит 15 рингит, детский 10. Теперь идем искать платформу А6, выход номер 2. Платформа А6 находится практически сразу напротив выхода. Вот. Это центральный вокзал Куала-Лумпура. Сюда приходят автобусы, поезда, метро. Здесь, собственно, сюда все стекается. Мы приехали на автобусе из аэропорта, сейчас пойдем на метро. Пытались найти обмен денег, потому что в интернетах я вычитал, что на центральном вокзале курс получше, чем в аэропорту. Но нашли пока только один, и он закрыт. А время сейчас уже? Время, кстати, всего-то, да, 8 часов. Ну, 8 часов уже прилично, да. Ну ладно, обойдемся с тем, что есть. Нам нужна линия КГЛ, которая идет на Гамбок, на станцию Кампунг-Бару. Там буквально несколько. Вот она, до на 11 станции. Соответственно, красная линия. Пойдем покупать билет. Вот такие вот автоматы здесь есть. Сейчас надо разобраться, как работает эта шайтан-машина. Так, мы едем из КЛС. Так, а где английский? English. Ура! Так, нам нужно Кампунг-Бару. Вот она. 3 билета. Наличкой 6.30. 6.30, 6.30. У тебя есть такие денежки? У меня есть 7, наверняка. И еще и сдачу сейчас дадут, погоди. Во, все, теперь все. Так, у нас есть 3 билета на метро, а где 3-й? Вот у меня. Вот, получается, нам нужна красная ветка, но это, видимо, она. Просто подносишь к считывателю и все. Не выкидываем. Все. Ты забрала? И они, здесь принцип такой же, как мы в Сеуле ездили. Получается, на выходе ты их кидаешь и оставляешь, жетончики. И оплачена поездка именно до той станции, на которой тебе нужно выйти. Удобно, очень информативно на самом деле. Где ты едешь, какая станция, какая следующая. В общем, супер, красиво. Мама так нет. Мама, ты что, боишься? Надеюсь, что я правильно вас привел, и это та самая гостиница, которую я бронировал. Рассказываю. Живем мы на 28 этаже, комната номер 2. Завтрак с 7 до 10, бассейн работает с 7 до 7. На крыше, я так понимаю, бассейн. А сейчас сколько? Уже закрылся. Блин.
Пойдем посмотрим номер. Поехали на 28 этаж. Смотрите, Башню видно, вид хороший. смотрите, радужная какая. А что тут такое? Петронас не видно, вон ту башню видно. Ух ты ж ты. А что там такое? А нет, видно Петронас, смотрите, вот он. Мне не страшно. Ой. Проснулись, позавтракали, сходим быстренько в супермаркет, купим самое необходимое. Зубную щетку, бритву там одноразовую. Присмотрим, где шампанское будет. Да, может быть, найдем шампанское или вино, если повезет. А еще у нас цель на сегодня денег поменять. Что-то пока нам ни один обменник не попался. До сих пор. Надеюсь, в торговом центре нам повезет. Торговый центр называется Quill City Mall. Ходили кругами, так обменники не нашли. Или их тут нет на районе, либо они просто еще не открылись. Поэтому попробуем сейчас в супермаркете рассчитаться индонезийской картой. Надеюсь, получится. Идем с Дашей по улице и делимся впечатлениями от Куала-Лумпура. Ощущения были, как будто я попала домой в Владивосток. Да, Даша говорит, красивый город. Но я, честно говоря, простите мой скепсис, Владивосток не дотягивает до Куала-Лумпура. Боюсь, ему еще очень далеко. А у меня основное впечатление такое, что это какая-то смесь Москва-Сити и города Сибу. То есть очень какая-то такая интересный микс и Азии, и небоскребов этих. Людей довольно много в метро, не так, как вчера вечером. И довольно холодно. Поэтому Даша хитренькая, кофту одела, молодец. А папа говорит, а зачем тебе кофточка? Да. Интересно, смотрю на указатели, что запрещено. Понятно, открытый огонь, поцелуйчики запрещены, обнимашки, домашние животные, дуриан, мусор и еда. Имейте в виду, да. Для меня было приятным открытием, что я немножко, получается, знаю малайский язык. Оказывается, здесь очень многие слова с индонезийскими полностью идентичны, такие как там «доброе утро», «спасибо», числа используются абсолютно те же самые. Очень удобно, на самом деле, оказалось, не ожидал. Ну, немного денег в обменнике поменяли, курс действительно чуть-чуть лучше, чем в аэропорту. В аэропорту 4,2 рингита за доллар, здесь 4,3 с хвостиком. Hello. I need to buy a SIM card. Yep. How long usage? Just for week. Just for a week. For week, yeah. You need hotspot, right? Yes, I have. Сим-карту мы купили, не знаю, насколько выгодно, заплатили 25 рингит, 8 гигабайт, из них получается 15 за 8 гигабайт, да, 10 рингит за саму сим-карту. Так что мы со связью, ура-ура, идем искать шампанское или вино, в общем, что-нибудь на Новый год. Шикарные просто названия, обратите внимание. Сочи, 35 градусов, Московия, видимо, тоже 40 градусов, ну да. Стоит, соответственно, 49 рингит, 56 рингит. Ну, как-то выглядит, честно говоря, не очень убедительно. Вина вот 49, 50 рингит. И всякие разные удивительные настойки. Тайская песня за 24. Класс. Время 21:20, идем мы в сторону парка и башен Петронас. Очень много людей, но идем, двигаемся. У нас получается еще 2,5 часа до салюта, посмотрим, как все. В общем, 2023 только начался, а уже полное разочарование. Салюта мы так и не дождали. Прождали до 12:30, салюта так и не было. Спросили у ребят, говорят, нет, сегодня только световое шоу, поэтому идем домой в печали. Придется на следующий год ехать смотреть на... Да, только придется заранее выяснить, будет ли салют. Ну все, топаем домой, уже без сил, честно говоря. Тут у нас вкусный брейкфаст.
Петр, 1 января 2023 года. Как вы себя чувствуете? С таким шикарным видом. Собрали мы вещички, прожили мы тут 2 ночи, ознакомились немножко с номером. Сейчас расскажем, какие тут есть плюсы и минусы. Ну, начну, наверное, с санузла. Самый большой и очевидный минус – горячей воды нет. Ну, слава богу, течет не очень-то холодная, поэтому жить можно. Так, есть фен. Здесь есть одна розетка, которая работает без переходника. Она нас очень сильно выручала. Кондиционер есть 1 и 2. Оба работают, все хорошо. Да, есть утюг и гладильная доска. Это прям удивило. Телевизор почему-то очень маленький и вот так вот разломанная рядом розетка. Видимо, тут висел какой-то очень большой. На Его фотографиях сняли. большая плазма. На фотографиях, да, и номер немножко другой, и телевизора побольше. Ну, ладно, мы все равно им не пользуемся. Так. Ну, есть вытяжка, есть плита, чайник, есть кран. У крана есть проблема. Он, к сожалению, пытается куда-то по своим делам убежать постоянно. Есть небольшое количество посуды. 2 ложки, 2 вилки, 2 тарелки. Ну еще есть вот такие тарелочки маленькие. Как я уже говорил, есть плита, но нет ни кастрюли, ни сковородки, ничего такого. То есть, в принципе, это абсолютно бесполезный аксессуар, если вы не путешествуете со своей кастрюлей. Холодильник работает, вопросов нет. Домофон зачем-то. Вот такая широченная дверь. Наташа высказала предположение, что такая дверь нужна для того, чтобы было вынести вот тот большой телевизор, который тут висит, и которого теперь нет. Ну, в принципе, и все. Wi-Fi есть, работает. Работает хорошо. Кстати, неограниченное количество устройств регистрируется. Все нормально. Нет. То есть, в принципе, жить можно, да. Есть некоторые проблемы. Офигенно мягкое кресло. Я прям... Да, кресло, Я кстати, удобное. И соскучилась. диванчик Кресло, ничего. диванчик, офигенно. Не, на самом деле прикольненько. Нормально, вполне себе, жить можно. Просто если бы была сковородочка, чтобы можно было яишенку пожарить, Да. например, было бы И намного маленькая лучше. кастрюлечка, Да, чтобы да. сварить тоже яишенку. И еще какая-нибудь есть химия, чтобы помыть посуду или руки, потому что у нас здесь было 2 кусочка мыла, одним мы мыли сами, а вторым мыли посуду. Остановили свой выбор на этой гостинице в первую очередь, потому что здесь есть мини-кухонька. Да, шумно довольно-таки. Ну, на самом деле, во всех высотных таких зданиях, недорогих гостиницах шумно. Слышно вентиляцию, лифты, все гремит постоянно. Мы это еще проверим. Но все это тает и уходит на задний план, когда вечером, да и днем выходишь, и вот этот вид шикарный, просто... Да, ну, вид я еще раз покажу, на самом деле. Вид действительно классный. Ну, бывает и лучше, понятное дело, но за эти деньги неплохой вариант. Башни, телебашня, классно. Внизу поле футбольное. Ребята играли там всю ночь по какой-то причине с 31 на 1. А сейчас мы переезжаем вот в этот вот соседний дом с вещами. Сняли квартиру на Airbnb. Пойдем посмотрим, что там. Не знаю ни что за этаж, честно говоря, ничего более конкретного. Минимум фотографий и нет еще никаких отзывов. Немножко мы рискнули, но зато недорого. Надеюсь, не пожалеем. Так, если я правильно понимаю, это уже наш новый дом. То есть, получается, в ячейке лежит где-то ключ от квартиры? Да. Так, теперь нам нужен, получается... Такие ребусы 1 января, прям квест. Квест «Попади в квартиру». Ключики добыли в сейфе. В общем, продолжаем. Первая большая радость – стиральная машина с сушилкой. Так что мы можем и стираться, и сушиться. Здесь я буду рисовать. О, Ну, мы такие купим. ё
Сверху 33-й этаж. Попнёвание. Мне страшно. Простите, я признаюсь, но я очень боюсь высоты. Мне тоже страшно. Мне А жутко мне нет, страшно. ты не видела спальню, Пока. там чё? Тут для меня бортик, я тут буду спать. Боже, мы сегодня не будем драться и играть в Тетрис в кровати. Потому что я всегда вот так То есть мы жили несколько дней на ту сторону, теперь будем на эту. Здесь еще красивее, я считаю. А, душ. Нет, я не про ванну. Подожди, а туда что за Мне дверь? вот это тоже интересно было, я еще не выглядывал. Пап, давай я сейчас. Там на балконе. Еще один балкон. Вау. Все, мама, я тут буду Квартирка спать. новая, чистая, запах еще хороший, да? Приятная какая. Холодильник действительно большой, на самом деле, здоровенный, я бы сказал просто. Блин. Зачем холодильник? В квартире. Раковина, мусорка, чайник, варочная панель, микроволновка. Прикольно, это дистанционная дверь, которая не видно, моторчик перед дверью открывает. Ура. Есть стрелка, Вытяжка. вытяжка есть, да. Кружки, ложки, вилки, Посуда есть, все новенькое. даже есть палочки для еды. В общем, шикарно, чайник, все есть, все, что надо. Нам только при счастье не хватает, видимо, стирального порошка, средства для мытья посуды есть. В ЖК еще заселяются активно, ведутся ремонты, поэтому лифты еще вот такие вот отбиты. Чтобы поехать на нужный этаж, нужно приложить карточку к считывателю. На первом этаже есть вот такой небольшой магазин, есть готовая еда в том числе. Ну и также на первом этаже есть 7-Eleven. Магазинчик новый, удобный, вообще супер. Очень удобно, смотри, как сделано. Берешь, получается, карточку, да, что тебе понравилось, с фотографиями. Подаешь на кассе, товар пикает, получаешь готовое. По штрих-коду. Да. Хочу, например, вот это и вот это. Да. На 35-м вот такая красивая есть зона отдыха. Судя по всему, можно устраивать барбекю. Вид, конечно, отличный. Ну, единственное, что повсюду еще стройки вокруг. Ну и в любом случае, в большом городе шума всегда очень много. Тут без этого никак, к сожалению. Ну, привыкаешь как-то. Интересно, еще 9 утра нет, а уже людей довольно много в бассейне. Ну, вид, как вы видите, в бассейне отличный. Вот такой вот спортзал. К сожалению, совсем небольшой, но довольно удобный. Самое главное, много лавок и гантелей есть. Повадился я в последнее время ходить вот сюда за едой, и только сейчас утром в очередной раз сюда собрался, решил загуглить и почитать, что это за район такой. Район называется Кампунг-Бару, а вот это ворота Кампунг-Бару. Район основан больше 100 лет назад. Там есть интересные старые дома на сваях, сейчас их покажем. И самое главное, там куча-куча ресторанов, кафешек и всякой разной уличной еды. Я вот там одно место заприметил и хожу туда каждый день, и уже даже не по разу. Пойдем покажу. Сейчас 9 утра, поэтому многие заведения еще закрыты, но то, куда я хожу обычно, надеюсь, уже работает. Его обычно легко найти, там длинная очередь. На самом деле так всегда, где самая длинная очередь, там вкуснее. Ну, по этому принципу я это кафе и выбирал. Смотрю, туда люди стоят, значит, и мне туда надо. Природный инстинкт. Да, там все очень здорово. Природный инстинкт. Куда все, туда и мы. Там все очень здорово, на самом деле, организовано. Сейчас покажу, не запутаешься. На самом деле все не так страшно. Тут две очереди. Одна на то, чтобы поесть в заведение, вторая очередь на вынос. На вынос обычно людей меньше. Я надеюсь, сегодня тоже. Пойдем посмотрим. Ну, все просто. Кушаешь здесь, а это забираешь с собой. Я бы сказал, настоящая фабрика еды. Сапа. Все, у меня уже слюни потекли, я говорить не могу. Пойдем домой есть, конечно. Мы нашли какие-то паровые пирожки, очень похожие на пинце, которые продаются в Владивостоке. Стоит 2,5 рингита. Ну, мы смогли перевести. Я догадался, где курица и где шоколад. Вот их я попробую взять.
Это на дорого-богатском написано, нам такой язык не знаком. Что это не подходит? Мне подходит. Патек Филипп? Здесь просто концентрация самых дорогих магазинов, я так понимаю. Это ЦУМ малазийский. Но кто же это все покупает? Туристы или все-таки сами? Все подряд. Мы когда сюда через дорогу шли, я на дороге 3 Порше насчитал. То есть тут Порш. люди... Богатая страна. Да. Ну, нефть ведь есть, значит богатая. Так ведь должно быть, правильно? Не будем продолжать этот разговор дальше. Пришли мы сегодня погулять в парк, который находится рядом с башнями Персона. LCC парк, кажется, он называется. Здесь именно мы встречали Новый год, а если точно, то вот прямо вот на этой лужайке. Мы ждали Новый год, а Даша там даже спала пару часов на травке. Посмотрим, как этот парк теперь выглядит при свете дня. Ну, вроде красиво. Сейчас походим, поснимаем. Но, можно я скажу, да? Я-то пришла красивую елку новогоднюю снять. Она действительно, она была очень большая, с красивыми игрушками. А ее уже разобрали. 2 января 2 от нее января. остались только палки. Елку уже почти все снесли. Увы. Но она была красивая. Можно пить? Ну, я вот пью, но вкус, честно говоря, сомнительный. Подожди, желание загадай. Желание загадай. Загадываю не стать козликом. Гуляли мы, дошли в итоге до моста Skybridge, это вот этот стеклянный мост между башнями Петронас, и решили, что, может быть, мы все-таки сюда сходим, но, увы, все распродано, ближайшие места свободные только через час, и раньше мы туда никак не допадем. Приехали в китайский квартал, пойдем посмотрим, что тут есть. Может быть, что-нибудь съедим, попробуем, покажем. Да. Пытаюсь вспомнить, когда мы в Китае последний раз были. По-моему, году в 2013. Нет, 11-м. В 11-м. В 11-м. Мы встречали 12-й, с 11 на 12. Так что вот побываем, может, кстати, в Китае в каком-то смысле. Что интересно, нам первый раз за аж 3 дня, да, предложили такси. Даже в аэропорту никто не нападал, не предлагал такси. Я О, уже вот думал, это, что кстати, было случилось. очень приятно. Что случилось, что произошло, почему никто не хочет предложить мне такси. А нет, вот 3 дня подождали и пожалуйста. Ну, кстати, предлагают не особо настойчиво. Не надо, ну и не надо. Иди пешком, сам дурак. Я только одно отличие заметил у этого рынка от тех рынков, к которым мы привыкли, рынков нашей молодости. Здесь вейпы продают и маски. А так все то же самое абсолютно. К сожалению, не получилось нам обойти Чайнатаун целиком. Пришлось возвращаться домой, поэтому пройду сейчас сегодня здесь еще раз и постараюсь побывать там, где побывать не успели. Ну и поснимаю, конечно. В прошлый раз мы проходили мимо этого места, и народу было очень много. Очередь стояла, человек, наверное, 15. А сейчас нет никого, я проходил мимо и решил моментом воспользоваться, поэтому попробую сейчас знаменитый гонконгский рис в горшочке. В таком виде это все подается. Стоит вот эта порция риса 12 рингит. Попробуем. Взялся есть. Почувствовал не соленый, но мне поправили. Мне рис перемешали. И теперь, да, вкусно, потому что он сделан слоями. Ну и самое сочное, судя по всему, на дне. Не знаю, за счет чего, но есть такое ощущение, что рис немножко с дымком. Но при этом нет вот этого вкуса пригорелого риса классический, который появляется, если попытаться рис сделать в кастрюле не меньше. Видимо, заслуга каких-то приправ. Не скажу, что прям супер вкусно, но необычная и подача интересная. В моем списке самых опасных стран Малайзии достается почетное 2-е место. 1-е достается Филиппинам. Филиппинам за дешевый и хороший алкоголь. Если на Филиппинах можно легко и быстро спиться,
то в Малайзии, похоже, легко и быстро съестся. Вообще, Чайнатаун – это такой маленький лабиринт. Но при всем при этом ты идешь, видишь какую-то маленькую улочку, буквально щель между домами, и никогда не знаешь, что тебя там ждет. Либо это какая-нибудь кафешка, интересное место, красивое, либо просто общественный туалет, и туда лучше не соваться. В общем, казалось бы, на маленькой территории находится Чайнатаун, но время на его изучение надо довольно много, потому что пока все не обойдешь, не узнаешь, где тут что интересного есть. Вот в этом здании находится довольно любопытный книжный магазин. Сейчас покажу. Кстати говоря, все книги, которые мне здесь на глаза попадаются, на английском. Не знаю, кто автор этого чуда, что за архитектор или, правильнее сказать, мерчендайзер, но снимаю шляпу, впечатляет. И повсюду русская речь. Действительно, как в приграничном Китае много лет назад. Чудеса, да и только. Мы тут гуляли по улице, обратили внимание, что по дорогам ездят большие двухэтажные автобусы, у некоторых даже нет крыши. Это автобусы экскурсионные. Я вчера уже вечером поздно посидел, погуглил немножко, нашел компанию, которая такие маршруты продает, купил на сайте 3 билета на 24 часа. По идее, это должно работать так. На любой остановке ты садишься на такой автобус, на любой остановке сходишь, гуляешь, садишься на любой следующий, и так сутки можешь кататься на этих автобусах. Ну, правда, катаются они только с 6 утра до что-то там 8 вечера, по-моему. Ну, пойдем посмотрим. Угу. Пришли мы на остановку этого автобуса экскурсионного, который обозначен на Google картах, который обозначен у них на сайте. Все, кого мы спросили, сказали, что здесь автобус больше не останавливается. Поэтому, чтобы наверняка, уже едем в Букит Бинтанг на самую первую его станцию, и там уже будем садиться на автобус. К счастью, здесь совсем рядом есть ветка метро, поэтому, я думаю, доедем легко и быстро. Есть такой же ночной тур, кстати. Ночной тур еще есть такой. Сейчас нам бумажные дадут. Ночной это на днем или это нельзя ночью? Нет. Вот. Yep, right. Ночной стоит 65 рингит. До следующего дня, 11 утра, действуют эти билеты. Билеты, купленные на сайте даже, нужно менять на бумажные вот в этом ларьке. Но получается, что так. Исходя из этого, делаю вывод, что в принципе покупать на сайте билеты никакого смысла вообще нет. Проще приехать сюда сразу в Букит Бинтанг, найти вот этот ларек и купить билеты. Весь маршрут занимает 2 часа. Остановка, получается, на любой точке выходишь, через 20-30 минут подъезжает следующий автобус. Ну и так ты можешь весь день кататься, соответственно. Последний автобус идет в 4 дня. И идет он в этом направлении, соответственно, ну, когда уже всех забирают. Все, ждем автобус где-то тут. Доехали мы до 19-й, последней остановки. Следующая остановка — это только та остановка, на которой мы садились. Мы, возможно, опять же сядем на автобус и поедем дальше. Может быть, даже еще один круг, 2 или 3. Нет. Короче, мне понравилось. Вообще, сидишь, балдеешь, кучер, вези меня, ветерок прохладный. Единственное, что когда автобус останавливается, особенно когда солнце яркое, то, конечно, припекает и дискомфортно. Да, но, о, нифига, руки красные. А вообще, пока едешь, классно. Ветерок,
супер. Возможно, автобус еще равняет расписание, да, то есть видит, что едет слишком быстро, в пробке не встал, и поэтому на некоторых остановках стоит подольше, едет помедленнее, и поэтому, когда солнце яркое, немножко дискомфортно. Ну, опять же, можно было уйти внутрь, там, где есть кондиционер, там, где есть крыша и тень, но мне было лень, и я наслаждался процессом. Отличные новости. AirAsia отменила наш рейс. Отлично они потому, что в таком случае мы можем бесплатно поменять билет на любую дату, то есть до 30 апреля, если не ошибаюсь. Мы этим, конечно же, воспользовались, так что билет у нас теперь на 8 января. Это значит, что мы пробудем в Куала-Лумпуре еще 3 дополнительных дня. Воспользуемся этим моментом, поедем сейчас в какой-то развлекательный центр. Я пока про него ничего не знаю, на месте расскажу. О, маски. Маски. Мы что-то катались без масок, а вчера нам уже замечание полиции сделали. А я с маской. Доехали мы на метро и едем теперь смотреть этот развлекательный центр. Называется он Times Square. Пойдем поищем, где он тут находится. Торговый центр действительно большой, и заблудиться легко. Если я правильно понял, это стоимость входного билета 75 рингит взрослый, 70 детский. Но это получается по росту, в какой ты можешь попасть аттракцион. Вот Даша пограничная где-то, на самые большие горки. То ли можно, то ли нет. Наконец, я пойду на этот аттракцион. В общем, решили мы поступить следующим образом. Покупаем билет Наташе и Даше. Ну, во-первых, они довольно дорогие. Во-вторых, мне даже со стороны, честно говоря, смотреть на все это дело страшно. Я высоты боюсь. Ну, а они сейчас поедут, видимо, изучать, как тут все устроено, и снимать. Пожелайте им удачи. Мои личные ощущения от этого аттракциона, мне вообще страшно не было, потому что я прям люблю такие типа мощные. Пойдем посмотрим, что еще есть. Там вначале было очень страшно, потом, когда мы вверх поднимались, я потом вниз как будто летела. Папа, здесь гей, не бойся! Вау, да посмотри, это так красиво внизу, Соня. Интересно, что наш папа делает? Все, я это сделала. Мама, согласись, не страшно. Не бойся. Что, короче, было очень страшно? Не прям что сильно страшно, для меня прям, я прям, это за секунду прошло, я такая, а потом просто, ну, короче, такое, Больше не знаю. не поедешь? Могу, Не надо. могу, не Ну, боюсь, попробуй. не боюсь. Ладно. В В целом мне понравилось, я бы еще здесь побегала. Рекомендуешь? Рекомендую. Правда, здесь больше всего детского. Детское на втором этаже. Есть специальный Именно в парке. этаж для маленьких деточек. Ну, на самом деле рекомендовано к посещению. Однозначно стоит своих денег. На входе платите, заходите и все. И ходите везде, где хотите. Вот прям с открытия можете с 10 утра и до 8 вечера.
и ничего там доплачивать. Есть некоторые аттракционы, ну там парочку, придется доплатить, ну там 5, что-то 3, ну вообще все, что вот это огромное количество есть, оно действительно удивляет. Когда смотришь со стороны, вроде маленькая, а заходишь, там столько всего. И для маленьких деток прям зона вообще отличная. И для взрослых, и для подростков, и для старичков. В общем, скучно не будет. Там старички даже катались везде. Приходите к закрытию, ребенка сложно оттуда вытащить. Девочки нашли любимый свой магазин. В Турции их очень тяжело было оттуда выманить. Ну, как впечатление? Ну, на первый взгляд, цены не турецкие совсем. Ну, как бы цены... Ну, наверное, да, цены... раза в 1,5-2 побольше. Скупек, вау. Цены малазийские. Даша глаз наметан, она схватила какую-то вещь по турецкой цене за 19 рингит. За 20. Комплект пижамы, да. 19,90. За нашей спиной очень примечательное место. Это старейшая мечеть Куала-Лумпура. Называется она Масджид Джаме. Построена в 1909 году. Насколько я понимаю, здесь появилось первое поселение в Куала-Лумпуре. А примечательно еще место тем, что, скорее всего, благодаря ему Куала-Лумпур получил свое название. Потому что Куала, дословный перевод, это устье реки, а Лумпур – это ил и грязь. Соответственно, Куала-Лумпур дословно переводится как грязное илистое устье реки. А место, кстати, очень красивое. Здесь вот работают такие распылители вдоль берега, а ночью оно все освещается таким синим светом, и вот в этом тумане выглядит здорово. Ну, покажем. Покажем, постараемся. Буквально в 2 шагах от мечети находится площадь Независимости или площадь Мердека. Именно здесь 31 августа 1957 года Малайзия провозгласила независимость от Великобритании и впервые был поднят малазийский флаг. Теперь, собственно, в эту дату, 31 августа, Малайзия празднует День независимости. Днем тут довольно красиво, но лучше приходить сюда вечером, когда здесь довольно много гуляющих, включает подсветку и площадь становится еще красивее, чем днем. Место красивое, обязательно стоит посетить. Проходили мимо, увидели, что здесь вход, как называется? Контемпорарни хирос. Прошлое и будущее. В общем, интересные истории из прошлого и будущего. Вообще это какая-то, по-моему, городская галерея Куала-Лумпура. Точно, так и есть. Куала-Лумпур Сити Галерея. Пойдем посмотрим что-то. Первая приятная неожиданность. Вход бесплатный. Билеты никто не продает. Вот у меня бы, честно говоря, в мыслях даже не было делать вот такую столовую прям в городской галерее, прям рядом с экспонатами, получается. Куала-Лумпур. Получилось неплохо, кстати говоря. Тут получается макет площади Независимости, мечети, и устье реки. А вот тут мы сейчас находимся. Дабы вы могли оценить масштаб. Вот метров 10, наверное, такая вот экспозиция. Там модель, наверное, большей части города. Особенно круто выглядит, конечно, центральная его часть, где небоскребы сделаны такие полупрозрачные и с подсветкой. Круто выглядит. Я думаю, не зря мы зашли, да? Мне понравилось. Галерея класс. Мы на центральном рынке. Это центральный рынок? Да. Почему вода за 3 рингита? Центральный, потому что... Ну, много, конечно, разного рода сувениров, интересных вроде бы вещей.
Но так как мы в Убуде живем, нас, наверное, таким тяжело удивить. Да? Ну, я вообще не люблю сувениры. Ты за мальчиков за всех отвечаешь, а я же девочка, я не могу девчачью солидарность нарушать. Нас всякие безделушки интересуют. Да, но, к счастью, мы летим без багажа, поэтому показали, да, все, идем дальше. А сколько стоит дополнительный багаж? Так. Сегодня у нас в планах осмотр индийского квартала. Начнем мы немножко в стороне от него. Сходим в ресторан знаменитый. Называется «Майя», где подают индийский карри на банановом листе. Попробуем. Ну, я-то точно попробую, Наташа вряд ли. Потому что острое оно, скорее всего, очень даже. Кажется, я один раз в жизни когда-то пробовал индийскую еду, но даже не могу вспомнить где. Это как будто овощи с каким-то йогуртом. Я так понимаю, это карри. Вот. Это тоже, наверное, карри. Слюни потекли. Я посмотрел, все едят руками, поэтому... Thank you. Thank you. Поэтому я помыл руки, и поэтому можно приступать. Как бы это вот попробовать-то? Ну, это похоже на икру рыбы. Это салат со сметаной. Зелень, лук. Это карри, как будто с картошкой, вот какой-то такой жидкой. Овощи тоже с карри. Я вообще не знаю, что это, но это очень вкусно. Я не знаю, как назвать. Вот это, видимо, приправа какая-то. Немножко похоже на хумус. У меня, к сожалению, нет большого опыта еды руками, поэтому процесс немножко подзатянется. Но вкусно невероятно, на самом деле. Очень вкусно. И пока практически ничего не остро. В общем, ничего, кроме вот этих вот овощей со сметаной, я здесь не узнаю. Немножко откуда-то знакомо, да. Но очень вкусно. Кажется, я фанат индийской еды. Вот что это? Консистенция вяленой рыбы, да? Вкус овощей. Сейчас расскажу, сколько все это дело стоило. Собственно, банановый лиф сет, вот этот вот рис, да, и куча-куча добавок стоит 11,90 рингит. Кокос стоит 7,90, кофе 5,50 и отдельно курица, вот эта острая в чашечке, стоит 13. То есть курица и банановый лист совсем вот этим стоит в общей сложности 25 рингит. Что, еще раз? Но оно того стоило. Нет, если была возможность, я бы, честно говоря, завтра еще приперся. Даже если не видите каких-то особенных архитектурных решений, как вот это, понять, что вы в маленькой Индии, довольно легко, потому что запах карри отовсюду. Я так понимаю, это праздничные наряды, не повседневные, да? Смотри, прям какая. Как-то так получалось, что в Индии мы пока еще не были, поэтому мы, честно говоря, очень мало знаем вообще об Индии, об индийской культуре. Но я немножко погуглил и понял, что я до этого совершал одну большую ошибку. Я говорил индусы. Нет, получается, жители Индии это индийцы, во. Индийцы. Да. Но это очень ловко, я хочу сказать. Это прям, опыт нужен. И смотри, какие лежат у ребят тоже сплетенные. Перед тем, как ехать в маленькую Индию, я немножко читал статью и нашел статью ребят. Они жили когда-то на Гоа или приезжали на Гоа, в общем, приехали сюда в квартал индийский. И очень они мечтали купить индийский ром. Называется этот ром Old Monk. Вот он. Мы, собственно, зашли к ребятам в винный магазин, нам из подсобки откуда-то принесли вот этот ром, завернутый в китайскую газету. Мир действительно маленький. Поэтому сегодня мы будем пробовать настоящий индийский ром Old Monk. Говорят, он знаменитый. Вот проверим,
Что он из себя представляет? Ну, как в целом впечатление от квартала? Индийского квартала? Классно, классно. Только у меня, по-моему, уже передоз карри в воздухе случился. Потому в что воздухе. запах, конечно, специй, запах карри, особенно в воздухе, прям висит осязаемый. Его можно нарезать ножом, складывать в контейнер и продавать в Россию. У меня, честно говоря, тоже уже аж голова побаливает. Всем доброе утро. Начинаем наш сегодняшний новый день с поездки в пещеры Бату. Поедем мы на электричке. Сейчас мы находимся на центральном вокзале. Здесь есть вот такой указатель. КТМ Коммутер. Вот отсюда, насколько я понимаю, электричка в пещеры Бату идет. Пойдем покупать билет? Бату Cave 2 person. Тут в чеке на самом деле очень много позиций. Стоимость карты 5, пополнение 3, общая сумма 8. Ну и того получается вместе с покупкой 2 карт 16. Какой-то бракованный, иди в другой. Интересно, если на станции уже спуститься вниз, здесь нигде нет туалета. Но при всем при этом есть вот такая огромная зона ожидания для женщин. Это вот розовая, это зона ожидания женская. А туалета нет никакого, ни мужского, ни женского. То есть нужно просить сотрудников, чтобы тебя выпустили за турникет и идти обратно на вокзал, чтобы сходить в туалет. Ну, очень странно. Вот такой вот поезд большой. В принципе, комфортно, нормально, не очень холодно, но тоже нет туалета. И туалета, получается, нет ни на станции, ни в поезде. Надо это учитывать. Первое, что стоит сделать, когда вы приезжаете в место, где есть обезьянки, это убрать все, что на вас плохо закреплено. Кепки, очки, ну, все, что они могут сдернуть потом, и у вас это все выманивать обратно. Пещерам Бату много-много тысяч или миллионов лет, врать не буду. Изначально люди здесь прятались, когда занимались охотой. Потом, когда Малайзия была процветающей британской колонией, здесь множество китайцев занимались добычей гуана. Это какашки летучих мышей, которые в этих пещерах скапливаются, и использовали их в качестве удобрений. Ну, а теперь это достопримечательность на территории множества храмов. Вход в один из них свободный и бесплатный. Ведет к нему лестница из 272 ступеней. Пещера называется храмовая или соборная, кто как называет. Вот туда мы первым делом, я думаю, пойдем. Здесь еще есть несколько достопримечательностей конкретно для туристов. Какая-то галерея, еще какой-то музей, по-моему. Но туда мы вряд ли пойдем. Во-первых, вход туда платный. Во-вторых, мы не очень любим такого рода места для посещений. Поэтому, я думаю, поднимемся по лестнице, сходим в храмовую пещеру, а там на месте разберемся. К счастью, наверное, неправильно говорить саронга, да? Написано шарф. Врачом саронга. Нужен для женщин только. То есть непокрытыми ногами мужчинам можно. Я выдохнул. Ура, пойдем. Запомните нас свежими и не вспотевшими. Очень скоро это быстро изменится. Че это? Мы тут с собой спортсмены. Нам как раз плюнуть. Что там? 272 ступени. Ну, мы уже осилили штук 12, так что... Но все равно, что на 10-й этаж подняться, если не ошибаюсь. Вообще фигня. Здесь еще проводится фестиваль большой, я так понимаю, религиозный, в конце января, в начале февраля. Я пытался про него прочитать, но мнение противоречивое. С одной стороны, говорят, приезжайте, здесь так много людей, паломников. А другие говорят, что лучше не приезжайте, потому что люди здесь в религиозном трансе, в общем, втыкают в себя крючки, там, в общем, делают себе больно. Слабонервным не посещать. Да, вот именно так. Поэтому лучше решайте сами, когда сюда приезжать стоит, а нет. Кстати, ни одной обезьянки мы не встретили. Видимо, время уже позднее, да, сколько, час дня. Наверное, туристы, кто приезжали утром, их уже накормили, и они уже довольны и где-то спят. Я этому очень рад, не очень я их люблю. Идем дальше? Нет, мы их любим, но просто чем они от нас дальше, тем любовь сильнее. Да, да. Прохладно. Прохладно. Хорошо. И обязательно надо похвастаться, мы даже не запыхались. Классно, свежо на самом деле. Ну, воняет, конечно, гуана, которую здесь добывали много лет. Но в целом здорово. Тишина, заметь, тихо. Тихо. Ты приходишь, от городского ты, шума. Получается, из города заходишь, где шум, транспорт. Да, сейчас видел, кстати, красивый легкомоторный самолет летал на площади. Сюда заходишь, здесь тишина.
Смотрите, заразы сидят здесь, кукарекают и, похоже, наслаждаются эхом собственного голоса. Так я же говорю, уехали отдохнуть от них. Он реально такой кукареку и слышит, как эхо расходится. Красавчик. Раз уж вход бесплатный, надо хоть немножечко отметиться. Здесь такие ящики есть для подношений. Тебе он, Петя, спасибо сказал. Ой, сколько вас тут? Кукареку? Кукареку? Мало, говорит, положил, мало, жадина. Ты смотри, вот. Да-да-да, ага. О, я тебя не Всего вижу. чуть подмышку нет. Они спят. Почему-то все птицы здесь спят. Как определить профессионала по открыванию кокосов? Если все пальцы на месте, значит профессионал. Взяли мы один кокос. А знаете, почему один? Туалетов-то в поезде нет, и на станции тоже нет. Поэтому один. Вот так бы купили по 4 каждому, да? Редко это говорю, но вкусный кокос. Вкусный кокос. Реально, вот второй кокос здесь покупаем, и вкусный. Вообще, я не любитель так. Ну, не зря, я думаю, приехали. Интересное место, любопытное, стоит посетить, если времени достаточно. И как бесплатный мы любим. вход, как мы любим. Обратите внимание, некоторые вагоны только для женщин, на них вот так написано For ladies only. Доехали мы до станции Банк Нигара. По плану сейчас зайдем в одну точку, где продают знаменитую уличную еду. Я не помню, точка называется Mansion, да, или Мансион, а еда, чай и блинчики. Короче, сейчас покажу. Ты будешь? Да. Чай маленький? Маленький. Смол. Мы зашли попробовать, наверное, знаменитый, хотя я думаю, это просто обычная уличная еда. Короче, мы пришли попробовать блинчики и длинный чай. Длинный чай, потому что его наливают. Ты снял какой? А что-то никому не наливают, поэтому нет. Надо пойти попробовать. Вкусный чай со сгущенкой, сладкий. Вот это блины, а не то, что вы подумали. Вот это чай. Пробуй, ты первая. Яйца вот такие, жиденькие. Короче, порубленный блинчик, соус, карри и яйца в мясо. Ну, очень вкусно, я хочу сказать. Может, я просто очень голодный. Вот это, видимо, острый соус. Слушайте, но учитывая, что время 3 часа дня, это наша первая еда после кокоса. Но вкусно. И я бы даже сказала функционально. Белок, желток. Ну, было вкусно, мне понравилось, на самом деле, очень необычно. И заплатили мы за двоих 10,5 рингит. Да, 2 чая, да, и 2 браки спеша. Отлично. Идем дальше. Видите, вон там дождик вдалеке. Тучи большие грозовые, да, и ливень, судя по всему, идет. Знаете, что это значит? Правильно. Мы и собираемся ехать на ночную экскурсию на открытом автобусе. Не могло быть иначе. В общем, нам так понравилось кататься на автобусе в Биолете, что мы решили поехать еще на ночную экскурсию. Надеюсь, нам сегодня с погодой повезет. В общем, приехали мы на вечернюю экскурсию. Как называется? Огни Куала-Лумпура, да? Кажется так. А места уже все проданы, мест нет. Мы почему-то были уверены, что автобус отправляется в 8, поэтому приехали пораньше, без 10:07, но мест уже нет. И я так понимаю, в 7 часов сейчас автобус этот поедет. Их всего 2, поэтому мест ограниченное количество. Но мы не растерялись, купили билет на завтра. Завтра мы приедем сюда пораньше, уже с билетами,
однозначно поедем на экскурсию, надеюсь, погода не подкачает. А заодно не забудем стадикам, которые забыли взять сегодня, для того, чтобы снять красивое видео ночного Куала-Лумпура. Раз уж не получилось у нас сегодня попасть на экскурсию на кабриолете, прогуляемся по улице стритфуда Джалан Алор. Находится она здесь поблизости, пойдем посмотрим, что тут есть. Большой. Может, потому что мы покушали перед выходом, но я вот хожу, смотрю по сторонам. Я, конечно, очень люблю уличную еду, но вот пока что меня ничего не зацепило, что я захотелось бы попробовать. Давай под ту. Все, тут их 10 штук. Here, yeah. Тут их штук. Yes. По 2 надо. Тут их очень много разновидностей, мы не вывезем. Но я мясо хочу. Ходили мы, ходили, и все, что мне приглянулось, это вот такие вот даплинги. Посмотрим, что там, чего там больше, теста или начинки. Ну, это вкусно, необычно. Сладко. Мясо, но сладко. Ничего, мне просто одинаково все на вкус. Так, что вы, Петр, будете сейчас пробовать? Аж 10, ничего себе, блин, разорение какое-то. Но такое я не пробовал, придется. Жареный дуриан, конечно. Вот такого я в своей жизни еще не пробовал. Я, скажем так, не жареный дуриан пробовал, мне, честно говоря, не понравилось. Вот попробуем жареный, может, жареный лучше. Ну, это вообще в кляре все что угодно пожарить вкусно будет. Но вообще это очень жирно. Не скажу, что мне нравится, я бы сказал, нормально. Это лучше, чем свежий дуриан, по-моему. Да не, класс. Но второй раз не возьму. Вот почему я говорил, что удача на экскурсии нам не помешает. Если бы сегодня мы купили билеты, мы бы тоже вот так вот сидели под дождем в этом автобусе. Не, понятно, мы бы, конечно, спрятались внизу, но приятного мало, я хочу сказать. Приехали мы в очередной раз на ночную экскурсию. Приехали пораньше, сели в очередь, вот, прибежали сотрудники этой автобусной компании, сказали, нет, тут сидеть не надо, этот автобус продан в чартер, двигают нас по каким-то очередям, подписывают что-то ручкой, автобусов нет, в общем, творится какой-то полный бардак. Какие-то люди встали, пошли, очередь вся двинула за ними, потом, ну, как бы встали и стоим, потому что я автобуса не вижу, куда идти, непонятно. В общем, организация сегодня совершенно бредовая какая-то, не знаю, что происходит. Пока дождя нет, слава богу, да. Ну, очередь становится все меньше и меньше, людей потихоньку забирают. Осталась вроде как одна очередь и один пустой автобус. Надеюсь, мы туда сейчас скоро попадем, а может быть даже первые зайдем, если повезет. Посадили нас в итоге автобус без каких-либо особых сложностей, да, мест нам хватило, да. Единственное, что какая-то здесь такая суматоха изначально была, вот при посадке непонятная, но в целом прокатились мы быстренько, с ветерком, за 1,5 часа объехали все точки, нам понравилось. Да, я еще хочу. Да, я бы, честно говоря, еще бы катался. Кабриолет вообще, на мой взгляд, да, это обязательное место для посещения в Куала-Лумпуре. И дневную, и ночную. Причем я думала, мы на ночную сходим, я скажу, вау, ребята, ночную, ну, нельзя ни в коем случае пропустить. Нет, все-таки и дневная, и ночная. Это как бы совсем разные, я бы сказал, да. Вроде те же самые места проезжаешь, но ночью это выглядит немножко по-другому. Да. Одной. Где?
самое главное, долго жили в Египте, долго жили в Турции, а восточные сладости пробуем в Куала-Лумпуре. Дикие убудские люди выбрались в синематограф. Люди. Синематограф, наверное, более подходящее слово. Да? Ждем, пока зеленая стрелочка пустит нас внутрь. Что интересно, попкорн продают в вот таких удобных коробочках. На самом деле классно, не рассыпается и экологично. Хорошая идея, мне понравилась. Сходили мы в кино, посмотрели «Аватар. Путь воды» в 3D. Ну, про фильм это не тема нашего ролика. Кинотеатр нам вообще понравился. Сиденья классные. Единственное, что стоит обязательно учитывать, что кофты одевать обязательно, потому что холодно весьма. Фильм идет на английском и есть двое субтитров. Субтитры на малайском и субтитры на китайском. Картинка вообще огонь. В общем, мы в восторге, да? В полном. Я Да. прослезилась. Ну ладно, это уже про фильм, это не тема нашего ролика. Я про кинотеатр рассказываю. Кинотеатр. Кинотеатр отличный, удобный, только холодно. Холодно, жутко. Да. Ну ладно, это я уже рассказал. Что, новая мода у нас теперь? Ну давай третью одевай еще. Сегодня последняя наша ночь в Куала-Лумпуре. Решили погулять напоследок. Прошли местные ближайшие все достопримечательности. Дошли до китайского квартала. Вот время уже почти 12. Решили перекусить. Нам просто совсем не хочется прощаться с этим городом, но настолько он нам запал в душу, мы полюбили его. И на самом деле грустно думать о том, что это наша последняя ночь. Мы на одном ряду и, похоже, втроем в ряд сидим. Блин. Ну все, поздравьте нас. Мы на Бали, еще, правда, не дома. 10 часов добирались, вышли с аэропорта. Что-то в аэропорту Гураб слишком много денег с нас Лайфхак, попросил. да. Да, кстати. Обратите Отошли. внимание, получается, из аэропорта такси домой в Убуд стоит 540. Мы прошли чуть-чуть, буквально 10 минут, да, сели в кафешку поужинать. И отсюда такси уже 220. То есть больше, чем в 2 раза разница. Если у вас вещей немного, отличный вариант. Выходите с аэропорта, доходите пешочком до какого-нибудь удобного места, например, кафе, да, чтобы поужинать. И отсюда едете на такси. Покормили ребенка, который весь полет плакал, что не кормят в самолете. Меня еще не покормили. Правильное замечание. Короче, я надеюсь, вам понравилось. В общем, ставьте лайки, пишите, будем рады. Всем пока.